Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я нарисовала лошадку, но, кстати, не думайте, что я такой супер художник, потому что первый вариант у меня был вот такой. Но уже после него я поняла, как надо рисовать, и нарисовала уже такую более-менее симпатичную. Так как я не уверена, что я нарисую еще одну такую симпатичную или что-то лучше, то я вырезаю эту лошадку, чтобы сделать себе шаблон, и для того, чтобы перенести вот на черную ткань, на черную бязь. Можно любого цвета, в принципе-то, выбрать основу, но я вот почему-то решила на черном, потому что у меня черной ткани обрезков очень много. Обвожу карандашиком силуэт, чтобы потом я буду вышивать эту лошадку. После того, как силуэт обвела, я закрепляла булавочками, чтобы ничего не смещалось. Надеваю ткань на пяльцы. У меня пяльцы я, кстати, использую 12 сантиметров диаметром. Мне удобнее всего с ними вышивать. Как-то я приноровилась, так что удобнее. Всюду можно достать. На больших крупных пяльцах они у меня есть, но на них уже не так удобно. И все, начинаю вышивать. Нитки я взяла красные, потому что, во-первых, год красной лошади у нас предстоит, поэтому я решила по максимуму использовать в этой вышивке красный цвет. И, соответственно, силуэт лошади, раз уж она красная, пусть будет красная. Это у меня стебельчатый шов, я достаточно близко, я думаю, показываю, все видно. И этим швом я очень много в этой вышивке, в этой лошадке буду вышивать, потому что он очень вообще универсальный и для новичков просто необходим. Потому что этим швом можно вышить вообще все, что угодно. Любой изгиб, любое какое-то изменение направления, оно всегда получается очень нормально, аккуратно, красиво именно этим стебельчатым швом. Вот сейчас у меня уже шов идет, называется, это не шов, а стежок тамбурный. Я вот вышиваю глазик. Решила еще сделать французский узелок в центре глаза. Может быть, надо было другого цвета. Но я не придумала, каким цветом. Не красные же глаза делать такой милой лошадки. А черный на черном фоне не будет заметен. Поэтому я решила уже оставить голубой. Я вообще эту лошадку планирую вышивать, разукрашивать такими цветочными всякими, типа орнамент. Не орнаментами, а цветами всякими. И вот эта идея вышить цветочком глаз, мне кажется, просто прекрасная и необычная. И очень сюда подходит. Опять стебельчатый шов у меня. А дальше я вот эти вот листочки, которые покрупнее, я их буду вышивать. Я это называю елочкой, но на самом деле я не знаю, как этот шов называется. Он точно не елочка. Елочка это другой шов. Но все равно вот так вот с одной стороны снизу иголку вкалываю, сначала в одну сторону нитку провожу, потом опять снизу вкалываю, в другую сторону провожу. И таким образом вот получается такой вот заполненный полностью стежками листочек. И он очень симпатично смотрится. Еще вот эти нитки. Кстати, у меня многие спрашивают про нитки. Вот, любые нитки, пряжу я покупаю в магазине, где вот пряжу продают, просто тоненькие, по толщине, вот как ирис. Я и ирис использую. Но вот это вот не ирис, но тоже какие-то нитки, которые тоже из мерсеризованного хлопка. Почему мерсеризованный хлопок лучше? Потому что он более гладенький такой и не цепляется, нет такого трения, как вот у обычного хлопка, когда нитку тяжело аж протянуть. Вот, поэтому любая пряжа вот по той толщине, которая вам подходит, которая вам удобна. Примерно как ирис. У меня есть нитки потолще, чем ирис, есть потоньше, чем ирис. Но все вместе они вот как-то все равно нормально выглядят, нормально смотрятся. Здесь вот тоже решила тамбурными стежками сделать немножечко цветочек. Я использую разные совершенно нитки, поэтому нет смысла даже. Это пряжа, тонкая пряжа хлопковая из мерсеризованного хлопка. Это для тех, кто задает вопросы, а какими нитками вы вышиваете. Я уже в своих видео их много раз показывала неоднократно. Самые разные. Девчонки, берите любые, какие вам удобно. Даже обычными швейными нитками, если вы станете вышивать, это все равно будет красиво и все равно получится. Вот такие штучки вот я первый раз делаю, вот здесь вот попробовала.
Очень интересно это. Делаем тамбурный стежок, и потом вот так вот изнутри нитку поддеваем, левую сначала, да, и вот нахлёст делаем красной ниткой. Видите? И получается такая петелька. Мы ее сильно не затягиваем. Я вот ее немножечко сдвигаю, чтобы у меня побольше таких петелек получилось. И вот смотрите, оранжевый, там можно любой делать, вот тамбурный стежок любым цветом, потому что его все равно потом практически не видно. Можно было хоть зеленым, но я решила, что раз у меня красная лошадь, ну пусть будет там оранжевого немножечко. Она как бы еще огненная, не только красная. Вот, пусть там проскакивают такие вот оранжевые искорки. Видите, совершенно простое получается действие, и какой получается интересный в результате, я не знаю, как это назвать даже. Видите, объемный такой получается рисунок. Мне очень понравилась такая фишка, и мне кажется, для гривы это очень подходит. Решила сделать маленькое такое седло или попон, как это называется. Ну, короче, вот оно, вот такое. Мне, кстати, многие говорят, что я очень хорошо объясняю. Я не знаю, с чем это связано. На самом деле я не люблю слово «объясняю», когда я вот рассказываю в своих видео о том, что я делаю. Я не объясняю, я просто рассказываю. Потому что я считаю, что когда человек объясняет, то вроде как он себя ставит выше тех, кому он объясняет. А я не ставлю себя выше своих зрителей, потому что, ну, а почему я должна себя выше ставить? Я просто рассказываю, что я делаю, показываю, что я делаю. Я этому где-то научилась, они у меня этому научатся, но не объясняю, короче. Рассказываю просто. Вот тоже, смотрите, вот этот вот такой шовчик получается, вот если... Закрепляем, видите, вот эту петельку. И если вот эти по бокам тамбурные стежки делать, вот эту закрепочный стежок, вот этот вот сейчас, который я делаю, если его делать подлиннее и выбрать, допустим, желтый цвет какой-то, то получится как колоски. То есть имейте в виду, захотели сделать колоски, вот этот закрепочный стежок просто делаете длинный, как у колосков вот эти вот такие штуки торчат, не знаю, как называются. Вот, и получится отличный колосок. Я здесь уже делаю только с одной стороны тамбурные стежки, потому что сбоку у меня некуда деваться уже. Вот, и под конец я вообще просто только вот одну цепочку вот эту буду делать, потому что там у меня сужение пространства, и мне надо будет как-то это все дело умещать. Мне кажется, хвост получится очень такой красивый. А посередине я решила сделать, вот по краям у меня будут вот эти вот колоски, а посередине это я делаю шов полистрина. У меня есть отдельное видео по этому шву, какие есть еще варианты его применения. Я ссылку на это видео оставлю в описании к этому видео. Видите, там настолько узенькое пространство, что иголкой я боюсь зацепить ткань основы, поэтому я ушком вперед иголку провожу. По-моему, вообще мне очень нравится этот шов полистрина. Он относится к узелковым швам, и я его очень люблю. После того, как все вышило, с изнаночной стороны на мягкой поверхности, у меня снизу плед, проглаживаю, чтобы снять напряжение с ниток, с ткани, чтобы убрать эти все мелковые, то, что я там рисовала карандашиком. Муж у меня посмотрел, сказал, выше ей каталку. Это игрушечная лошадка, пусть она будет на каталке. Поэтому я снизу сделала вот эту красную каталку. Шерсть у меня всюду от моей собаки, по всей квартире, и в том числе на моей вышивке оказалась. Но все равно мне очень нравится. И вот эта грива объемная, и хвост такой нарядный. Классно получилось, мне очень нравится. Очень веселенькая лошадка получилась. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, если вы узнали что-то новое для себя. Я буду очень рада. И, конечно же, подписывайтесь, те, кто еще не подписался на мой канал. Я тоже буду очень рада вашим подпискам. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.